Настоящая история, выпуск 25. Тайна крохотного водоема. Совсем крохотный водоем, 100 на 60 метров. В Талды-Курганской области Казахстана не пересыхает даже в самый разгар лета, а вода остается в нем ледяной. Там не водится рыба и не растут водоросли. Точных исследований там не проводилось, поскольку водолазы даже с полным баллоном воздуха начинают задыхаться уже через 3 минуты. Очень загадочное место. Древние японцы штата Нью-Мексико. Племя аборигенов Зуни проживает на территории современного штата Нью-Мексико более 4000 лет. Зуни говорят на собственном зунийском языке, который не похож ни на один местный диалект. Зато он очень близок к японскому, настолько, что современные японцы без проблем понимают зунийцев. Кроме того, некоторые группы крови с одинаковой частотой встречаются у японцев и у народа Зуни, тогда как у других аборигенов они не встречаются вовсе. У представителей этого племени проявляется и редкая болезнь почек, совершенно не характерная для коренных американцев, зато часто встречающаяся в Азии. Это сходство до сих пор остается тайной для ученых. К тому же они похожи внешне на коренных индейцев, но никак не на азиатов. Заброшенные викторианские оранжереи. Вскоре после начала промышленной революции в середине 19 века в ряде европейских стран стали массово применяться железные и чугунные перекрытия. Впервые их использовали в главном павильоне во время Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году. Позже эта технология ушла в народ и подстроилась под архитектурные тенденции модного викторианского стиля. Именно тогда в европейской традиции зародилась культура создания изящных оранжерей с самым современным конструктивом из железа. Наибольшую популярность они приобрели во Франции и Великобритании. Историки умалчивают эту трагедию в каналах Венеции. После того, как вода покинула каналы Венеции, людям удалось увидеть интересную картину. На дне канала была уложена брусчатка. Значит, когда-то тут ходили и ездили люди, они плавали по воде. Лестницы домов спускаются прямо к дну канала, видны мощные фундаменты домов, а свай не видно. Также присутствуют двери и отмостки, которые делали аж 3 раза, чтобы предохранить кирпичи от намокания. На некоторых фотографиях показана уборка ила, а сваи все так же не видно. И историкам очень хотелось оправдать строительство мегаполиса на болоте. Великий храм Нубии Абу-Симбел был обнаружен исследователем в 1813 году. Храм оказался заброшенным, и большая часть построек и статуй была вскрыта песком и пылью. При исследовании храмового комплекса исследователи были поражены, что он выстроен с таким расчетом, что дважды в году поднимающееся утреннее солнце пронзает своим лучом всю анфиладу храмовых залов и останавливается на статуях святилища. Какими знаниями надо было обладать древней цивилизацией, чтобы они сумели в монолите высечь столь грандиозное сооружение? Только высота фасада составляет 31 метр в высоту и около 38 метров в длину. Кто знает, сколько еще тайн хранит в себе Земля, сколько цивилизаций и культур она надежно скрывает в вечной темноте. Перевернутая башня масонов. Это место представляет собой лестницу, которая спускается в колодец, а дальше колодец разветвляется на сеть туннелей. И про него мало что известно. На стенах написаны таинственные руны и символы, а еще там есть некая загадочная запечатанная дверь, которую никто не смог открыть. Смельчаки спускаются туда, и некоторые теряются в туннелях. Из-за этого с 2017 года эта дыра была закрыта для посетителей. Вымершая древнерусская порода собак. Русские собаки медиляны. Медилянка – вымершая древнерусская порода собак. Относится к группе молосов и догов. Использовалась при травле и охоте на медведя. Рост от 75 до 90 сантиметров. Масса 100-120 килограмм. Первые упоминания относятся к 15 веку. Вплоть до 19 века сохранялась чистокровность породы. Клеопатра не была египтянкой, и наряду с Тутанхамоном нет более известной фигуры, связанной с Древним Египтом, чем Клеопатра VII. Но тут есть неувязочка. Клеопатра родилась в Александрии и на самом деле была частью длинной линии греческих македонцев, происходивших от Птолемея I, одного из соратников Александра Великого. Династия Птолемеев правила Египтом с 323 по 30 год до нашей эры, и большинство ее лидеров оставались в основном греками по вероисповеданию и всему остальному. Клеопатра была одной из первых представителей династии Птолемеев, которые говорили на египетском языке. СССР был одной из самых мощных стран в мире.
СССР производил практически все, начиная от ракет до носителей и телевизоров. В 1980 году по объемам промышленного производства и сельского хозяйства СССР занимал первое место в Европе и второе место в мире. Граждане СССР получали бесплатное жилье, а квартплата не превышала 3% от дохода семьи. Было бесплатное здравоохранение и лучшее в мире образование. А теперь сравните это все с нынешней Россией. Нам лгут про перенаселение планеты. На Земле 7 миллиардов человек. Скоро нам нечего будет есть, и население надо сокращать. Все слышали эту историю? Включаем голову, сколько человек влезет в квадрат 1 на 1 метр. Если плотненько, человека 4. Теперь 7 миллиардов делим на 4. 1,75 миллиардов квадратных метров или 1750 квадратных километров, а это меньше площади Москвы, ее площадь 2550 квадратных километров. То есть все население планеты можно уместить в Москве, и еще место останется, но вам об этом никто не скажет. Тайна долины царей. В конце 20 века в долине царей археолог обнаружил мумии ростом 2,5 метра. В одной из гробниц, возраст которой составлял 4000 лет, было найдено 11 человеческих мумий и 3 неизвестных существа. Эти существа отличались от людей своим ростом, который достигал 2,5 метра, а также особыми чертами лица, напоминающими рептилии, гигантскими глазами, двойным веком и отсутствием акцентированных ушей, носа и губ. Мумии были одеты в одежды из отполированных металлических дисков, и на руках надеты браслеты из золота с звездными картами. Надписи внутри саркофага были написаны на неизвестном языке. Когда археолог сообщил правительству Египта о своей находке, раскопки были прерваны, и ученые с командой были выдворены из места открытия. С тех пор о судьбе этих мумий ничего не известно. Нам показывают вранье про пиратов. Настоящие пираты не носили в ушах серьги, по той простой причине, что ими можно было зацепиться за снасти. Банданы тоже не носили. Впервые бандана на голове пирата появилась благодаря рисункам американского художника Говарда Пайла в конце 19 века, который ни одного живого пирата в жизни не видел. Еще одно клише о пиратах, растиражированное Голливудом — сражение на шпагах. Шпаги появились только в конце 1610-х годов, а широкое распространение получили еще позже. К этому моменту эпоха пиратства почти закончилась, а пираты не видели смысла менять свое привычное оружие. Абордажные сабли имели короткое, широкое изогнутое лезвие и один рубящий край. Для стесненных условий на борту корабля эти сабли подходили идеально, чего не скажешь о шпагах. Храм, построенный инопланетянами. В Индии, в городе Пури, находится интересный объект, на который мало кто обращает внимание, а именно храм Джаганнатхи, монолитная крыша которого пару лет назад вызывала много вопросов. По предположительным оценкам, вес крыши 20 тысяч тонн, хотя даже если меньше, это мало что меняет. Факт в том, что крыша монолитна, и тысячи лет назад ее как-то поднимали на десятки метров, чтобы установить на храм. Кстати, сама официальная история храма – это своеобразная легенда. Индийцы сами не знают, сколько лет объекту, и считают, что его построили боги вместе с этой самой крышей. В храм, к слову, практически никого, кроме индусов, не пускают, не говоря уже о каких-то исследованиях специалистов, а поэтому история храма и монолита наверху остается загадкой. Кого освобождал Наполеон в 1812 году? Первый памятник, установленный в знак освобождения в 1812 году России от неприятеля, представляет собой классическую триумфальную колонну со статуей на вершине. В 1828 году граф Румянцев-Задунайский решил почтить победу 1812 года и дал вольную 745 крестьянам, а те на радостях собрали деньги, на которые создали колонну. Орел на вершине памятника появился по просьбе крестьян вместо богини Победы, которую предлагал создатель. Оказывается, это крестьяне попросили установить фигуру орла, сравните статую с гербом Наполеона, а точно колонну в честь победителя установили. А точно крестьяне вдруг расщедрились. А точно история нам не привирает. Китай – полигон нового мирового порядка. Китайцам, включенным в черный список системы социального рейтинга, запрещено водить собственные автомобили. Теперь для въезда на заправочные станции Китая требуется распознавание лиц и ID-проверка. Если вы в черном списке, то бензина для вас нет. Это будет в каждом загоне мира, но внедрение будет последовательное. Обратите внимание на оккультное изображение на воротах. Голова барана – символ Бафомета. Мировое правительство одно для всех стран, а Китай – полигон нового мирового порядка. А вы еще сомневаетесь? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми.
Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.